Всем привет, ребятки! Вы на канале Своим ходом, с вами, как обычно, Резончик, Виталик. И это новый сезон Сейшельских островов. Сегодня второй выпуск. Мы нарулили мотобайк, и это очень сложно было. В общем, все, начинаем! А еще в этом выпуске мы с вами неожиданно встретимся с участниками Дома 2, прямо здесь, на Сейшелах. Да, кстати, у меня ребенок на проекте. Ребенок или жена? Теща живет. Да снимай все, Лизон. Все, никого нет. Такой белоснежный. Заточить сочнейший бургер собственного производства. Все нас, грубо говоря, просто послали, сказали, вы нам не подходите, у вас очень мало подписчиков и мало просмотров. Вот реально Сейшелы — это примерно такая картина везде. Мы с вами снова оказались в лагуне для подписчиков. Это ваше сокровенное место. Здесь мы пишем имена самых активных подписчиков под нашими видео. Кто пишет много комментариев, ставит лайки. Следующий ник — ЛВ. Просто ЛВ. Так что ЛВ, наши поздравления. Спасибо большое за активность. Ребят, тоже пишите комментарии, поддерживайте нас, и вы тоже окажетесь в лагуне для подписчиков на этом песочке. А мы продолжаем дальше. Новое утро на Сейшельских островах начинается. Я только что проснулся. Лизончик спит наглым образом. В 7 утра выходим на собственный балкончик и обалдеваем от того, что наблюдаем. Запах океана. Все, мы готовы к приключениям. Сейчас завтрак замутим. Ах, Педжан, случись такое. Сон. Пойдем. Завтра кто готовить будет? Ты? В смысле я? Ты завтра готовишь, Саня. Ты салат сегодня сделаешь. Вчера все в магазине купили, иначе сегодня надо приготовить, давай. Пробую сделать завтрак первый. Смотрите, тут сковородка у нас есть, такая плита. О, тостик сейчас еще бахнем. И зацените, что у нас получилось, ребятки. Вот такая вот яишенка с йогуртом, который мы вчера заранее купили. Тостики сделали вообще нереально. И сидишь, наслаждаешься вот таким прекрасным видом. Так вот, бах. Как прекрасно вот так вот выйти, и у тебя стоит собственный разваливающийся мотобайк. Так, давай без этого. Ничего не разваливается. Смотрите, на моего пупсика. Просто фирменный вообще. Рок-н-ролл отдыхает. Нормально же смотрится? Мы еще нигде не были на острове вообще. Вчера мы занимались тем, что нашли байк, покатались на автобусе, больше нигде не были. И сейчас мы едем в первый раз на пляж. Посмотрим, что за пляжи на этом первом острове. Поехали. Я воль, мой фюрер. Слезай. Ты кто вообще? Я кастрюлеголовый. Вот это свобода. У нас вообще супер байк. Стрелка спидометра, которая показывает скорость, не работает. Бензин уровень не работает, еду, ничего не знаю. И это все за $25, все включено. Вот эта дорога просто очень похожа на маврикийскую. Итак, мы нашли маленькую лазейку и въезжаем на самый популярный пляж, который называется Бувалон. А вот и солнышко вышло, смотрите, вот так этот пляж смотрится, как солнечная погода. Бирюзовая вода, красотища, горы. Погодка сегодня что-то вообще не летная, ребят, смотрите, все в облаках. Класс! Очень крутой пляж, вообще один из реально самых лучших. Камней нет, песочек такой белоснежный на дне. Волны только это, блин. Волны какие-то странные. Все, уже унесли рюкзак твой. Ладно, там бабушка с дедушкой охраняют. Нам сказали, что те, когда здесь вещи воруют, нужно очень осторожно за вещами следить. И, короче, вещи нужно следить за ними, оставлять в свое время, когда купаетесь, смотрите за вещами, потому что иначе их могут украсть. Ну, если даже полицейский говорит, смотрите за своими вещами, пока вы столкнете. Так интересно. Глаза, что ли, оставить на пляже? Купаемся, не солнечная погода, какая вода. Вода реально очень чистая, прикольно. Ё-моё, Лизон, все, прощайте. Откуда волны берутся, я не понимаю. Вроде стоим далеко от берега, в снова такие гребешки прилетают. Сейчас такая погодка для нас самый идеальный вариант. Не жарко, нормально, нет солнца. И то, ребята, учитывайте, что вот под такими облаками вообще очень легко сгореть. Помню, мы как-то такие пришли тоже на пляж где-то, не помню, где это было. Ой, смотри, какие облачка, давай сегодня позагораем дольше до 4. То есть обычно с пляжа нужно в 12, уже все, начинается ядерное солнце, в 12 нужно ходить. Мы такие, да ладно, забей, давай покупаемся до 4. Покупались, в итоге все сгорели к черту. Прям до мяса и все облезли.
Поэтому неважно, облака, не облака. После 12 часов дня, ребята, уходите с пляжа или прячьтесь в тенек. Сказал Виталик, придя на пляж 11:30. Здесь еще прикольно, смотрите, что пляж, он вот такой длинный, и весь он расположен вдоль гор. То есть такие хребты гор. И видим, где там находится самая высокая точка, на которую мы будем забираться. Видите, она прямо под облаками, и точный вариант идти. Вот если бы я был бы обычным человеком, который не снимает видео, мне вообще пофиг было. Я все время переживаю, когда на пляж. Сам обалдел, что ли? Да я переживаю, что мы же видео снимаем, и хочется вам передать атмосферу, которая на этом пляже. Когда хорошая погода, чтобы водичка была бирюзовая. Но видите, как есть все, без всего, без солнца, просто туча, как есть пляж. А вот с солнышком, конечно, пляж смотрится совершенно по-другому. Смотрите, какая бирюзовая вода, спортсмены тут бегают, наяривают. Реально классное место. Если вы не знаете, куда поехать, то вот этот пляж, он считается одним из самых популярных. И здесь как бы сосредоточение самых основных вот этих вот отелей, кафешек, все здесь есть. Хотя здесь, знаете, на своем острове на самом-то деле с кафе большие проблемы, потому что здесь это не так развито, как в Таиланде. Здесь, наверное, кафешек, не знаю, от силы штук, может, 10. И отели здесь от силы штук 10. В основном это апартаменты. Вот мы сколько уже едем, пятый день, да? Видели всего где-то 3 кафешки. Какие-то такие, знаете, скромные, непонятные. Поэтому питаемся в магазине. Ой, это хорошо покупались. И после купания самое то заточить сочнейший бургер собственного производства. В общем, мы купили в магазине мясо. Когда вчера выпуск посмотрели, покажи там, что у нас. В общем, булочки такие купили. Купили мясо огромное, сами нарезаем его. Там помидорка и огурчик. Ну, собственно говоря, ребят, по ценам. Здесь есть рестораны. В общем, стоимость блюда обычно в ресторане, в обычном, 1200 рублей. 1200 рублей, вот такие пироги. Там салат стоит 800 рублей, блюдо 1200. И чтобы такие деньги не тратить, мы просто на эти же самые деньги покупаем много себе еды в магазине. То есть мы на 2000 реально целую корзину покупаем много всего вкусного. И вот так вот кушаем, питаемся. И времени не нужно тратить на эти всякие рестораны, ходить, деньги тратить. Взял, сделал, прямо на пляжике покушал и дальше поехал. Самый четкий бургер, Вася, на свете. Божественный. Пупсон сделала. Знаете, прям такой домашний. Прям ешь, так наслаждаешься соусом. А пока мы кушаем бургеры, ребят, давайте насладимся съемками с воздуха. Я буквально 10 минут назад взлетел, и там такая красота этого пляжа. Просто давайте, полетели. Вот тебе и денек, блин, покатались, покупали, смотрите. Просто мощнейшая туча. Вы еще с воздуха видео вот это смотрели, видели, такая туча прям висела, очень красиво смотрелась. В общем, мы уматываем домой срочно, пока нас не накрыло. Давай, Эльзон, мотаем, уматываем скорее. Мне нравится, что с пляжа можно обмотаться полотенцем и ехать как хочешь. Свобода. Свобода. Виталик только что снимал с воздуха, показывал вам отель с бассейном. Это самый популярный отель Coral, который здесь находится на острове Майя. Туда приезжают в основном русские. Это отель 4 или 5 звезд, я не помню. Мы им писали, хотели, чтобы они нас пригласили снимать у них на территории. Там что-нибудь рассказать. Сейчас посмотрю, как называется отель. Здесь написано. Да, Coral Strand называется отель. Вот, ну, они нас послали нафиг. Да, в общем, они сказали, что им реклама не нужна. То есть, представляете, насколько раскручен отель здесь, на Бувалоне, столько русских туда приезжает. Он реально занимает лидирующие позиции, что просто им ни реклама, ничего не нужна. Ну и ладно. На всех пляжах вообще, где мы были, реально, то есть ешь, очень нравится, что на пляжах реально нету никаких кафешек. То есть весь пляж, он дикий, да? Просто люди, никто там ничего не продает. Вот это приманивает. Ну, прям после того же самого Таиланда, там, Филиппин, когда на пляжах много таких кафешек, но непривычно, нечего поесть, да? Поэтому вот мы, собственно, так и питаемся. Нет, посидеть. Потому что ехать в ресторан далеко, тратить время, зачем? Тут взял себе в магазине бутерброды, сделал, поел, а потом, чтобы плотно, нормально уже покушать, ты едешь не в ресторан, едешь домой, у тебя холодильник дома в твоих апартаментах, там лежат овощи, фрукты, все, что нужно, да?
Сварил себе кашку, супчика поел. Да, но по идее, когда приезжаешь в другую страну, ты же хочешь попробовать кухню. Здесь вон креольская кухня. Представляете, как красиво называется креольская. Ты же хочешь попробовать креольскую кухню? Ну, мы как-нибудь куда-нибудь сходим, чисто разочек попробуем, да? Посмотрим, что нам готовят. Вообще, Лиза уже, когда мы сюда ехали, она заранее написала всем отелям, всем вообще, кто есть, просто виллы, не виллы. Все нас, грубо говоря, просто послали, сказали, вы нам не подходите, у вас очень мало подписчиков и мало просмотров. Типа, нам нужно 2 миллиона просмотров, чтобы у вас было дофига всего. Короче, они просто идиоты, понимаете, они не понимают. То есть у нас тревел-канал. Тревел-каналов раскрученных очень мало, а у нас уже целевая аудитория, то есть вы целевая аудитория вообще, которая сюда поедет. И они считают, что если они позовут какую-нибудь девочку, которая рассказывает, грубо говоря, про какие-нибудь куклы, обзоры кукол делает, у нее прям 2 миллиона просмотров, и типа вот они ее позовут, но какой у нее контент, ну какие у нее люди, то есть подписчики. Там обычно девочки, которые, может быть, даже и не путешествуют, и она покажет это в своем блоге, и они думают, что вот к ним сейчас народ повалит. А как раз таки с нашей аудиторией, то есть у нас, грубо говоря, мало подписчиков, мало просмотров, но это целевой контент, понимаете, целевая аудитория. Если они бы у нас заказали, нас бы взяли и нас пригласили, по-любому кто-то бы из наших подписчиков 100% бы поехал. Они этого не понимают. Им нужны миллионы просмотров, но с этих миллионов просмотров никто к ним не приедет, потому что Тем более, там я не думаю, целевая вам было аудитория. бы очень интересно посмотреть про какой-нибудь 5-звездочный отель здесь. То есть сами мы не можем себе позволить это вообще никак, ни в какие рамки мы не можем позволить себе. Тем более эти отели работают с турфирмами, то есть в них приезжают только пакетные туристы. Есть даже фирмы, которые занимаются здесь экскурсиями. Я писала в несколько популярных, и вы советовали. Они не работают с частными лицами, они работают только с турфирмами. То есть я, как человек, не могу взять у них экскурсию. Я могу взять только экскурсию у турфирмы, как бы через них, грубо говоря. Вот, поэтому вообще никак. И ничего вам не покажем в итоге. А в основном-то люди приезжают по путевкам сюда, потому что это дешевле, это действительно дешевле. Мы вот когда вчера смотрели, 70 тысяч стоит, да? Что-то такое, от 70 вроде. Да, 70 тысяч путевка сюда, это получается и отели, билеты, в принципе, довольно адекватная цена, потому что жилье здесь не бюджетное. Короче, ребята, если вы считаете, что я был прав, то напишите об этом в комментариях, там плюсик поставьте, потому что реально, они считают, что если к ним приедет какие-то люди, у которых миллионы просмотров, но у которых не целевая аудитория, что к ним прям все повалят. Да люди, может, у них на канале не путешествуют. А нас смотрят реально те, кто путешествует и горит желанием путешествовать. Поэтому, то есть вы. То есть вы, да. Поэтому они нас никуда не пустили, мы вам показываем просто бюджетный своемогодовский формат Сейшел и не покажем вам богатой жизни, потому что нас туда не пустили. Вот такие пироги. А сами мы себе такое позволить что не можем, мы столько много не зарабатываем. Потому что отели здесь, знаете, как бы стоят от десятки, самый убогий стрёмный отель, да? А такие нормальные, там, 20-очка, 30-очка в день. Вот это виды открываются. Такая гора, наверное. Такие серпантины. Да, на машине тут, конечно, сложновато было бы ездить. Смотрите вообще, куда едет. Да все, оставь здесь байк уже, все, хватит. Куда это мы забрали с тобой, Лизон? А еще у нас есть супер подножка, которая достается рукой. 25 баксов в день. Значит, свет вообще не работает. В зеркала ты ничего не видишь вообще. Он весь разбитый. И подножку ты как достаешь рукой, так и убираешь ее рукой. Потому что она какая-то от велосипеда непонятная. Такие ощущения классные. Прям вот приехал на остров, ты его открываешь. Ничего не знаешь, куда приехал, не знаешь, что сейчас видишь. Поднимаем, смотрите, какая гора там прямо под облаками. Посмотрите, какая природа. Охренеть! Вы это Природа видите, очень ребята? крутая. Смотрите. Просто облака прям пролетающие над горами. И вот здесь как раз-таки находится смотровая площадка, на которую мы сейчас с вами добрались. Такая беседка в полуржавом состоянии. Вот этот остров Иден, он соединен мостом с самым главным островом Майе. Там действительно виллы, вот эта элитная недвижимость вся там. Мне больше нравится, когда мы едем на байке, короче, сейчас водила ехал, такой, знаете, Нига такой, чисто едет, такой, йоу. Такой, знаете, как в фильмах такие, типа, чувак, где моя тачка? И такой нас смотрит, такое лицо у него было, вообще он в шоке просто был, такие, чё вообще, как вы тут в горах едете на мотобайке, вы чё, ребята, моя машина еле тянет, а мы такие на бат, еле ему У него там пердит. такое лицо было такое, what the fuck? Просто вообще, я так угорнула с него. Вид просто умопомрачительный. Я спускаюсь сейчас к байку, смотрите, вот к парковочке подходишь, и просто такие масштабы невероятные. Горы, утопающие в облаках. Такие
Цвета классные. Вроде бы солнца нет, но клево смотрится. Такие темные тени, такие зеленые. Это просто нереально круто. Какой-то лес, ты такой на байке пробираешься аккуратно. Нравится тебе? Да, что-то едешь по полю, никого нет. Дороги вообще свободные, пустые. Да. И нас целый день преследует вон та белая машина. Она уже, получается, 5-й раз едет за нами. То есть она нас обгоняет, останавливается, мы ее опять обгоняем. Это, короче, вообще, блин, просто паранойя какая-то. Тут дорога в центре острова, конечно, сплошной серпантин, ну и такие джунгли. Мне кажется, здесь автобусы ходят крайне редко. Мы видели несколько автобусных остановок, но ни разу не встретили самого автобуса по всей длине этой дороги. А едем мы здесь уже минут 30 точно. Может, действительно чайку? Если вы до сих пор сидите без чая, поставьте видео прямо сейчас на паузу, сходите на кухню, приготовьте себе чайку, возьмите печенье и продолжайте просмотр. Приехали на другую сторону острова. Какая красота! Офигеть! Просто офигеть. Есть такие острова соседние. Похоже на те острова, которые вам показывали сейчас сверху, это не они, это другие острова. Другая сторона острова, тоже много островов. Мой фюрер припарковался. Короче, смотрите, ребята, я вообще просто еду каждую секунду и охреневаю просто от того, что мы видим. Посмотрите, какая вода. Это Сейшелы. И просто такая, знаете, умиротворяющая тишина. Только шум ветра, водичка колышется там. И все, никого нету. И машинка приезжает там раз в 10 минут одна, все. Просто нереально, посмотрите на это. Я поражен. Самое сердце слушай, сон. Нереально. Посмотрите, какая красота. А когда прилив будет, все затопит водой, то сейчас можно спокойно туда прогуляться пешком и там вообще загорать на том пляже, купаться здесь. Смотрите, какой сад красивый у дома. Обалдеть. Мы отъехали обратно от берега, да? Класс, какой дом прикольный. Класс, waterfalls, что такое. Сувенир. А вот туристы, мы на верном пути, смотри, Дазон. Hello. Waterfall? Окей. В общем, чувак там наш остался на охране, дали ему 25 рупий с человека, в принципе, недорого. А водопад называется Саузьера, у тебя на лбу такая штука белая. Такая шляпа твою, надо заменить уже, она вся грязная, новую купить. Какая есть. Когда купишь новую, тогда замени. Яблочко хочешь? Сейчас на водопаде скушаем. Саузьер. Это французское название. Как кассандры висят такие здоровые листья пальмы. Это такой просто лист пальмы в первый раз в жизни вижу. Ты это видишь? Это просто капец. Обалдеть. Дорога к водопаду живописная. Единственное, что вот этот трубопровод портит все немножко ржавый. Но он, видимо, воду доставляет, потому что нам вода чистая, родниковая в водопаде. Вы такие пальмы красивые. Сейчас смотрите, такие пышные просто пышечки такие. Вообще кайф, да? Смотри, местные купаются. Так, прогуляемся. Нужно немного добавить экстрима к этому водопаду. То все там стоят, никуда не ходят. Смотрите, какая красота. Такой классный бассейн, колодец, главное, никого нет реально. На удивление, просто с товаром сравниваю. Там бы не было живого места вообще. Талик пошел купаться. Я, конечно, в эту воду не хочу залезать. Она холодная, А ты что думал здесь? Том, куда ты полез? Просто нереальный кайф. Вообще, ребята, в водопаде так классно. Еще сознание того, что ты находишься на Сейшелах. Такая ванна прям молодости. Короче, водопад четкий, мне понравился. Все, идем к байку. Все, ребята, мы вообще в шоке. Мы просто заехали на пляж. Как пляж называется? Гранд Анс. Гранд Анс. Вы написали, съедете на остров, здесь снимается Дом 2. Просто заходим, а у ребят прямо здесь проходит сейчас съемка. Это было неожиданно. Вот участники Дом 2. Знакомьтесь. Привет. Вот, там, ручками. Но самое большое заблуждение, что все думают, что всегда сценарий есть. А сколько у вас человек? Вообще его нет никакого. Сценария вообще нет. Потому что когда ты в замкнутом пространстве, постоянно одни и те же люди, они истории сами собой появляются. Да. Да, кстати, у меня ребенок на проекте. Да. У ребенка, у него жена теща живет. Сегодня проехали практически вокруг острова. На самом деле это не Маврикий, и вполне можно проехать вокруг острова, останавливаясь на разных точках за день вообще без проблем. Смотрите, какой маленький город Виктория, и даже здесь есть пробки. Но и ни одного мотобайка, кроме нашего.
Так, мы вернулись обратно к себе в свои апартаменты. Смотрите, вот наш домик стоит. И мы спустились вниз, и нам сказали, что здесь есть собственный пляж, мы хотим проверить. Такие здоровенные камни прямо на территории отеля вообще. И здесь тоже нифига такой спуск. Главное, сегодня 6-й день, получается, мы здесь даже ни разу не были, даже не знали, что есть спуск у нас к своему собственному пляжу, прикиньте. Еще через такие камни проходим. Обалденно вообще. На Вот эту дорожку они сделали, вот это они запарились. Представляешь, такой у нас вроде бы такие небольшие апартаменты, да? Не очень много домиков, а хозяева заморочились, смотрите, прям в скале такие сделали тропинки, нереально красиво все это смотрится. Можно вон туда пойти, можно вот сюда пойти. Сюда можно закат встречать. Тогда. А думаешь, видно будет закат? Нет. Ну, когда я пройду. Смотрите, как клево. Ну, это сложно назвать, конечно, пляжем, да? Даже смотри, ступеньки купаться. Ну, там можно купаться, да, снорклить. Я пошел. Здесь такие волны, видите, особо-то как бы... Ну, с маской прикольно здесь плавать, да. А так, конечно, вид очень красивый. Невероятно красивый, да, Лизон? Вообще круто сделано. Даже живем уже неделю здесь. Вот реально Сейшелы — это примерно вот такая картина везде. Везде, куда бы вы ни спустились на пляж, везде какие-то камни, валуны здоровенные. Это смотрится очень эффектно. Такой спуск в бассейн, прямо по лестнице. Бассейн природный причем. Природный бассейн, да. Тут, мне кажется, рыбок дофига. Здесь просто берешь маску, нужно с тобой маску раздобыть. Я просто пойду нырять, снорклингом заниматься. Посмотрите, здесь кораллов дофига. Вот там водичка бирюзовая, это кораллы все идут. О, смотри, какой краб, смотри, какой здоровый краб побежал. Офигеть, здоровенный, просто мощный. Воу-воу-воу. Даже не верится вообще, что мы здесь живем. С своим спуском в воду. Причем здесь никого нет, никто снорклингом не занимается, поэтому если с маской прийти, это будет у нас самый лучший снорклинг. Просто один плаваешь, и никого нет. Это просто, знаете, какое-то нашествие пауков. Везде, где бы мы ни были, каждый день идешь и видишь огромных пауков. Здесь, например, идем, смотрите, вот они свисают. Два здоровяка в паутине прям ждут свою жертву. Смотри, какой здоровый опахал. Тебя обдувает там ветерком? Но подниматься наверх, как обычно, невероятное удовольствие. По ступенькам, да? Но очень красиво, смотрите, какие заросшие, все зеленые. Вообще, природа крутая здесь. Прикиньте, заходим, короче, здесь тапки люди стояли, две, ну, пара одна. И нет одного тапка. Походу, черепаха стырила, да? Кто-то уволок, кто-то в джунгли. Нужно один мой тапок. И прямо в нашей мультиварочке готовим курочку, которую купили в магазине. Смотрите, как красота получилась. В общем, такой у нас получился обед. По 2 ножки и спагетти сварили. Заходит просто потрясающе. Особенно, когда вокруг острова мотанул. Много километров. Еще куриные ножички, просто невероятно. Реально очень вкусно. Божественно. А после курочки самое то заточить офигенную булочку, которую мы купили в магазине. Просто, знаете, такая сочная. С чаечком. Наше рабочее место. Лизончик там работает. Я вот здесь работаю. Монтирую видосики. А с балкона наших апартаментов не только с утра и днем классные виды, но и, смотрите, отсюда видно закат. Вот мы сейчас вышли такие, наблюдаем, наслаждаемся. Еще так вечером свежо, не жарко, да, Лизон? Вообще красота. Хочешь отсюда уезжать? Тебе осталось всего сока? 5 дней и все. Ребята, до встречи в следующем выпуске. В следующем выпуске мы с вами отправимся в офигенное место. Дорога к одному из самых красивых пляжей, которые есть на острове Мае. Просто нереально. Давайте там лайкосик заряжайте, пишите комментарии. На канал подписывайтесь, друзей зовите. Будем очень благодарны. Давайте, до встречи в следующем выпуске.